В мире остро стал вопрос приватности и безопасности данных пользователя. Поэтому на данный момент аналогов у Адаманта нет. В современных технологиях вопрос безопасности и защищенности данных обеспечивается математикой. Хочу сказать, что все сообщения платные. Везде. Либо плата за них скрыта, тем, что вам показывают некую рекламу или используют ваши данные в каких-то целях, либо эта плата открыта. Например, Эдвард Сноуден рассказал всему миру, как прослушиваются телефонные звонки, любые контакты людей. Мы используем самую важную особенность блокчейна — анонимность и децентрализованность для того, чтобы отправлять максимально безопасно и максимально оперативно, сколько это позволяет блокчейн, сообщения между пользователями. Любые технологии, которые придумывают люди, они несут в себе какую-то полезность. Однако находятся люди, которые всегда эту полезность могут использовать в своих целях. Что касается возможности самой блокировки, технически это возможно. И есть ряд стран, которые это очень хорошо показывают. Но для того, чтобы заблокировать биткоин, придется пожертвовать банковскими системами, придется пожертвовать системами передачи данных, да интернетом в целом. Сейчас мы занимаемся разработкой продукта. В дальнейшем планируем разворачивать более крупную кампанию по популяризации самого мессенджера и наших сервисов. Основная задача — направить эти деньги для социализации самой платформы мессенджера, для того, чтобы в системе передачи сообщений, реально децентрализованной, привлечь больше участников, чтобы проект мог существовать без самих разработчиков. Таким образом, это будет непобедимая технология, она будет существовать сама по себе, так же, как и биткоин. Добрый день, меня зовут Александр Зильбер, это проект Token Hunters, и сегодня со мной разработчики из России, которые работают над мессенджером под названием Adamant, который, по их утверждению, является самым безопасным мессенджером сейчас, в наше время. Пожалуйста, расскажите, в чем суть мессенджера, над чем вы работаете? Александр, привет. Здравствуйте, аудитория. Здравствуйте. Да, меня зовут Павел Евгенов, я SEO Адаманта. Мессенджер, Адамант мессенджер. Это технология, которая находится на блокчейне, не просто так. Мы используем самую важную особенность блокчейна — анонимность и децентрализованность для того, чтобы отправлять максимально безопасно и максимально оперативно, сколько это позволяет блокчейн, сообщения между пользователями. Если вы хотите провести аналогию, например, биткоина и адаманта, то, предположим, отправляя какую-то сумму биткоинов на другой кошелек, вы записываете в блокчейн какой-то объем данных. Так вот, в этот объем данных можно поместить еще и сообщения. Мы это использовали и, как оказалось, удачно. Вот, это самое такое основное. А дальше Адамант будет развиваться в сторону улучшения своего функционала, в сторону добавления новых сервисов, в сторону добавления возможности подписания договоров внутри системы и создания некой системы для бизнес-коммуникации. Вот, в принципе, Адамант. А сейчас у вас есть какие-то конкуренты или вы являетесь первопроходцами на этом рынке? Меня зовут Алексей Лебедев, я менеджер проекта и разработчик систем. Когда мы занялись разработкой Адаманта, в принципе, обратили внимание на то, что в мире остро стал вопрос приватности и безопасности данных пользователя. Об этом говорят множественные события в СМИ, которые говорят о том, что вот Facebook, утечка данных и так далее. Говорят о том, что ваши сообщения используются для того, чтобы показывать вам рекламу, эти данные могут как-то продаваться. Наверное, на самом деле это все есть так, потому что современные компании не могут устоять перед двумя вещами. Первое — это
деньги, в которых они нуждаются для поддержания их деятельности, а эти деньги, насколько известно, да, Google получает большую часть из них из рекламы, например. И вторая – это влияние государства и других структур, которые хотят получить тотальный контроль над перепиской пользователей в том числе. Так вот, рассматривая те мессенджеры, которые сейчас есть на рынке, можно убедиться, что в полной мере приватность пользователя и безопасность ни один из мессенджеров не дает. Это связано в первую очередь с устаревшими технологиями, которые они используют. Они используют технологию клиент-серверную, либо более новые используют технологию P2P, когда пользователи общаются напрямую. Но и там тоже есть свои недостатки. Нас часто сравнивают с Телеграмом. Да, мы не Телеграм, у нас в принципе другое назначение. Телеграм, несмотря на то, что позиционирует себя как защищенный мессенджер, у него тоже есть свои недостатки. Он абсолютно не анонимен. Для того, чтобы начать общаться в Телеграме, нужно ввести номер телефона. Это централизованный сервис. И буквально на днях произошло событие в России, блокировка Телеграма. Это опять же недостаток централизованного сервиса, его можно заблокировать. Сама по себе передача сообщений построена таким образом, что они проходят все равно через централизованный сервер. И в полной мере нельзя быть уверенным, что Telegram является абсолютно защищенным. Частично исходный код его закрыт. И убедиться в его безопасности практически невозможно. На мой взгляд, обычные чаты в Телеграме вполне себе могут быть расшифрованы. Что касается секретных чатов, то, наверное, все-таки они защищенные. Но здесь есть тоже недостатки, поскольку сообщение хранятся только на том устройстве, на котором был начат этот секретный чат. В случае же блокчейна данные можно извлекать с любого устройства в этом блокчейне. Что касается, например, других мессенджеров, с которыми я сравниваю, это Adamant, почему-то это является eChat и, например, Obsidian. Эти проекты только говорят, что они на блокчейне. Реально можно убедиться, что они не на блокчейне в том, что сообщения доставляются мгновенно. Блокчейн так не работает. Даже с нашей технологией с временем блоков 5 секунд нужно от 5 до 10 секунд для того, чтобы получатель извлек это сообщение и смог его прочитать. Кроме того, eChat при запуске своем в первую очередь спрашивает номер телефона пользователя. Какая же тогда здесь может быть анонимность? Насчет исходного кода eChat я тоже не уверен, где он вообще. Что касается Obsidian, они также без исходного кода, и прочитав их white paper, можно понять, что они только планировали бы сделать свою систему передачи сообщений распределенной. На данный момент она централизованная, такие же, как и все остальные. Поэтому на данный момент аналогов у Adamant нету. Мы являемся, и здесь сразу же возникает большая проблема в плане разработки. Поскольку нет прецедентов, нам приходится очень много времени тратить на то, чтобы реализовать даже самые простые решения, такие, например, как хранение адресной книги или как передача изображений. Хорошо, каким образом обеспечивается безопасность в мессенджере Adamant? Здесь в современных технологиях вопрос безопасности и защищенности данных обеспечивается математикой. Это криптография. На самом деле здесь все просто. Для того, чтобы зашифровать сообщение, компьютеру нужно очень мало времени, это происходит очень быстро. А для того, чтобы расшифровать, не зная специального пароля, требуются неимоверные усилия и много лет работы. И здесь, в принципе, все мессенджеры схожи. Мы ничем не отличаемся от других мессенджеров, зашифрованных реально, да, которые используют ту же самую математику криптографии. Мы используем открытые алгоритмы шифрования сообщений, и здесь нет ничего нового. Скорее вопрос в доверии, да, насколько ты доверяешь этой системе передачи сообщений. Так вот,
Адамант полностью открытый. Мы его проектируем таким образом для того, чтобы каждый желающий, более того, мы стимулируем для того, чтобы специалисты по безопасности находили, пытались найти уязвимости. Поэтому наш исходный код изначально открыт. И все, что мы будем делать сейчас и в дальнейшем, будет абсолютно открыто. Что касается самой технологии передачи сообщений, она работает точно так же, как и транзакции в эфире или транзакции в биткоине. Если мы имеем некоторое устройство, источник сообщения, и устройство, которое хочет получить это сообщение, для которого оно предназначено, вся математика производится на устройстве, включая шифровку сообщений и подписание транзакции. Пример, как это работает, можно посмотреть в Mazer Wallet. В сеть отправляется уже подписанная транзакция. Она приходит в блокчейн, а блокчейн только проверяет валидность этой транзакции. Можно ли ее включить в цепочку блоков? И если ее можно туда включить, она включается. Получатель сообщения имеет доступ к блокчейну, потому что он открыт, и может извлечь это сообщение. Для этого ему нужен его секретный ключ, и только получатель его знает. Это довольно простая технология, но у нее есть еще очень сильное преимущество. Поскольку сообщение включается в блокчейн, ничего не может изменить последовательность этих сообщений, и нельзя изменить их содержимое, что в отличие, кстати, не скажешь от централизованных мессенджеров. Ясно. А возможно ли в мессенджере на блокчейне пересылать нечто, что отличается от текстовых сообщений, то есть картинки, другие медиафайлы и, собственно, не текст? Очень хороший вопрос, Саша. Дело в том, что мы храним сообщение в блокчейне. Это такая же обычная транзакция, как и транзакция биткоина. И если мы будем включать в блокчейн изображение, видео, аудио, то стоит вопрос, как это все хранить. Это очень большой объем данных. Это невозможно. Поэтому мы ищем обходные пути, как это можно сделать. Нам нужно сохранить безопасность переписки, которой мы ни в коем случае не будем идти на компромисс, и при этом доставлять изображение. Что касается аудиозвонков, это технически тоже возможно. Для этого нужно узлам обеспечить соответствующую пропускную способность, для того, чтобы пользователи, подключаясь к этому узлу, могли напрямую обмениваться объемом данных для аудиосообщений. Возможно ли такое, что сообщения в Адаманте когда-нибудь станут бесплатными, потому что сейчас люди, скорее всего, испытывали бы неудобства по сравнению со всеми мессенджерами актуальными, которые являются бесплатными в вопросе пересылки сообщений? Это скорее не технический вопрос, думаю, на него ответит Павел. Да, с удовольствием. Тут нужно задуматься о том, возможно ли пересылка биткоинов бесплатно, например. Наверное, возможно. Если это произойдет, то мир явно изменится. На данный момент мы должны стимулировать наших майнеров, тех, кто занимается форджингом, для того, чтобы они поддерживали систему. Также плата за сообщение является гарантией вашей конфиденциальности, потому что мы не зарабатываем никаким образом на ваших данных. Можно сказать, что на самом деле в каждом бесплатном мессенджере сидит скрытая плата. Потому что мы смотрим рекламу. Мы смотрим рекламу. Это есть плата. Это неизбежно. Мы тратим свое время, а время это деньги в нашей жизни. Здесь есть два пути. Либо вы платите скрыто, как это делать бесплатно, либо вы платите явно, но это вы знаете, за что вы платите. Это верно. Давай. Сообщение стоит немного, но это что-то позволяет придает работать этому ценность, собственно. Придает ценность, да. То есть это добавочная стоимость и нашей валюты при торгах на бирже, и, соответственно, вашей безопасности. Кстати, маленькая стоимость позволяет сделать систему децентрализованной. Если сообщение будет бесплатное, то мы опять же придем к централизованной системе. А это противоречит вообще нашей политике и вообще развитию, мировому развитию, скажем так, мировых технологий. Как вы называете ваш токен или коин? Собственно, является ли он коином или токеном? В чем вопрос? Это очень расплывчатое понятие, но обычно коином называют
называют единицу, которая имеет значимость как финансовая, коин, монета. А токен является внутренней единицей системы для поддержания ее работы, поэтому у нас скорее токен. Токен. Да, мы называем его ADM токен или Adamant токен. Вот таким вот образом. А не считаете ли вы, что можно пользоваться вашим мессенджером в незаконных целях? На этот вопрос отвечу я. Дело в том, что любые технологии, которые придумывают люди, они несут в себе какую-то полезность. Однако находятся люди, которые всегда эту полезность могут использовать в своих целях. Например, даже испокон веков, самый такой пример, когда придумали деньги, появились фальшивомонетчики. И так будет с любой технологией. То есть, что я могу сказать по этому поводу? Что, опять же, те люди, которые привыкли незаконными методами действовать, они, скорее всего, будут действовать по накатанной. Уже у них есть своя схема, и им переходить на новые технологии довольно-таки тяжело. Они будут использовать банки. Ну, хорошо, если допустить, что даже небольшое количество преступников будет пользоваться такой технологией, невозможно все равно исключить, что, скорее всего, государство или власти будут пытаться как-то заблокировать или запретить такой мессенджер, как это сейчас сделали с Телеграмом, по той же причине или под тем же поводом. Поэтому не боитесь ли вы того, что внимание на вас обращенное будет в таком негативном свете, в конце концов? Я думаю, что в некоторых странах будут пытаться заблокировать Adamant. Как сейчас в России, как вы знаете, суд постановил, что надо заблокировать Telegram, и процедура блокировки началась. Также история с Эдвардом Сноудом говорит нам о том, что не только в таких странах, как Россия, где пытаются тотально следить за людьми, в Иране, но еще и в Америке. Например, Эдвард Сноуден рассказал всему миру, как прослушиваются телефонные звонки, любые контакты людей. При желании возможность заблокировать всегда имеется, однако если наша сеть разрастется, это будет сделать невозможно. Так как вот биткоин сейчас невозможно заблокировать, Да. в принципе, это та же система, и Adamant будет невозможно заблокировать. Что касается возможности самой блокировки, технически это возможно. И есть ряд стран, которые это очень хорошо показывают. Но для того, чтобы заблокировать биткоин, придется пожертвовать банковскими системами, придется пожертвовать системами передачи данных, да интернетом в целом. Можно закрыть все. Но Какими? В конце концов придется цена запретить вопроса. людей. Да, Да. придется запретить. Воздух и так далее. Насколько я знаю, у вас сейчас проходит ICO. И какова ваша цель, что вы будете финансировать из этого, и сколько вы уже, собственно, собрали средств? На данный момент на этапах pre-ICO ICO собран софткап, это $500 000. Этой суммы вполне достаточно, чтобы довести разработку продукта до наших предполагаемых задач. Остальные деньги, которые мы планируем собрать, это сумма хардкап $10 миллионов, будет расходоваться на ускорение этой разработки и на популяризации самой технологии общения. Мы сталкиваемся с многими проблемами, потому что мы идем по пути, по которому никто еще не шел. Большие проблемы в сервисах, которые мы будем интегрировать в свой мессенджер, потому что, опять-таки, на этой технологии никто ничего подобного не сделал. И на это нужны деньги, на это нужно время. Сейчас мы занимаемся разработкой продукта. В дальнейшем мы планируем разворачивать более крупную кампанию по популяризации самого мессенджера и наших сервисов. Основная задача направить эти деньги для социализации самой платформы мессенджера, для того, чтобы в системе передачи сообщений, реально децентрализованной, привлечь больше участников, чтобы проект мог существовать без самих разработчиков. Таким образом, это будет непобедимая технология, она будет существовать сама по себе, так же, как и биткоин. Никто до сих пор не знает, кто создал биткоин, и это не нужно, потому что сама технология существует без его создателя. В идеале нужно сделать мессенджер именно таким. В ближайшее время мы планируем его выпустить в магазин приложений Apple. Также мы сделаем приложение для Android.
И добавим, во всех этих приложениях будет такая базовая функциональность, как адресная книга, передача файлов и изображений. В дальнейшем Adamant должен стать некоторой платформой, которую можно будет развернуть компании или группе пользователей. Представьте себе, что есть группа людей, которые не доверяют никому, даже публичной сети Adamant. Они смогут взять исходный код, который у нас лежит на GitHub, и развернуть свою собственную сеть, и построить таким образом свой Adamant. И они смогут назначать свою комиссию за передачу сообщений. Они смогут реализовать там какие-то дополнительные функции. Они смогут запретить некоторым участникам туда подключаться или наоборот кому-то разрешить. Даже если ты не доверяешь никому, ты можешь построить ту систему обмена сообщениями, которой ты будешь доверять. Это будет на твоих собственных компьютерах и с теми людьми, которые входят в круг твоих доверия. То есть это будет по принципу работы чем-то похожим на Ethereum, Да. а обрабатываться транзакции на отдельных блокчейнах, которые построены на Адаманте, они будут происходить с помощью токена Адаманта, или это будут новые токены, как Нет. ERC-20, например, на Ethereum? Нет, мы не хотим делать сайдчейны. Здесь вопрос в том, что любая монета, которая построена на эфире, платит в конечном итоге самому эфиру. Потому что они используют газ, они используют хранение на нодах эфира. Я говорю именно о том, чтобы развернуть Adamant на независимых компьютерах, называть токен так, как ты хочешь, и добавить туда функциональность. А есть ли у Адаманта решение для бизнеса? Да, мы планируем создать специальные функции для бизнес-пользователей. Представьте себе, что две компании заключают между собой договор, или, например, частный предприниматель со своим заказчиком. На данный момент это решается при помощи подписания бумажного договора. Мы же хотим, используя преимущество блокчейна, сделать таким образом, чтобы верифицировать этот договор, сделать его неизменным, для того, чтобы использовать его как факт подтверждения сделки. И блокчейн это позволяет. Когда мы будем передавать договор по сети Adamant от одного пользователя другому, его можно будет подписать двухсторонне. И эта подпись верифицируется цифровым способом. Таким образом, бизнес может использовать Adamant как способ взаимодействия со своими заказчиками или друг с другом. Хорошо, и последний вопрос. Представим себе, что мировые государства решили отключить интернет. Как тогда обмениваться сообщениями в таком мире? У нас есть решение на данный вопрос. У нас есть ответ на данный вопрос. Мы уже закупили партию порядка 100 тысяч почтовых голубей, которые будут передавать ваши письменные сообщения в конвертах. Вот. Поэтому, если такая ситуация возникнет, советуем обратиться к нам быстрее, потому что основную партию мы уже скупили голубей. Это будет дешевле. То есть Они специально обученные. с каждым разом, с каждым проданным голубем цена его будет, естественно, возрастать, потому что количество будет уменьшаться. Да, и, кстати, здесь сохраняется концепция анонимности. У голубей нет идентификатора, поэтому, доставляя сообщение, можно сохранить свою анонимность. Мне кажется, это очень хорошее преимущество. Кстати, мы уже подумали над вопросом разведения голубей и селекции. Мне кажется, что это может быть очень хорошим бизнесом. Это очень хорошо. Ну что, тогда спасибо вам большое за интервью. С вами был Token Hunters, а также команда разработчиков мессенджера Adamant. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Спасибо за разговор. Спасибо. Мы открыты для общения. Наши контакты будут под видео. Также можете заходить к нам на сайт, смотреть наши обновления и следить за нашим проектом. Мы всегда Спасибо. открыты. Мы Спасибо. открыты. До встречи, друзья. Счастливо. Счастливо. Спасибо.